С-витамин. Свинец выводится из организма дольше, чем другие тяжелые металлы. Крысам вводили разные дозы С-витамина до введения свинца. И выжили крысы, у которых как раз-таки добавляли большую дозу С-витамина. С-витамин ускоряет вывод свинца из организма. Например, исследовали 4213 детей, и высокий уровень С-витамина был как раз связан с меньшим показателем свинца в крови. Ну или также совместное введение С-витамина и тиамина ускоряет вывод свинца и уменьшает накопление в организме. Ну, здесь, конечно, дозировка была 2 грамма на килограмм в разных дозах. При окислительном стрессе, вызванном свинцом, необходимы также другие антиоксиданты. Это витамин Е, В6, В-каротин, цинк и селен, и также их совместное применение с С-витамином. Хелаторы, которые сейчас используются для выведения тяжелых металлов, имеют ряд проблем с безопасностью и эффективностью. Поэтому надо искать более эффективные и безопасные варианты. Например, ЭДТА еще выводит важные минералы из организма. И даже был зафиксирован там один случай смерти. Свинец и кадмий являются наиболее распространенными металлами в окружающей среде. Много свинца в рисе. Ну, например, дефицит цинка, кальция, железа приводит еще к большей абсорбации и токсичности кадмия и свинца. Цинк снижал окисление в мозгу при отравлении свинцом. Железо снижает нагрузку кадмия в тканях. Кальций улучшал двигательную функцию после воздействия свинца. Магний восстанавливал уровни глутатиона после воздействия кадмия. Дозировка 20 мг на килограмм, 1 или 2 недели. Цинк имеет сходные с кадмием и свинцом химические свойства и конкурирует с ними за всасывание, ну и связывает их и выводит. Селен также образовывает комплексы с тяжелыми металлами и выводит их, особенно свинец и кадмий. Селен снижал окисление в мозгу и защищал легкие от уровня кадмия. А это, например, очень необходимо тем, кто курит. Или, например, вот здесь вот селен 100 мкг в виде дрожжей 3 месяца снижал уровни ртути у работников, которые добывают и плавят ртуть. Ну, также здесь опять-таки магний, кальций, железо, они конкурируют тоже со свинцом и с кадмием за всасывание и связывают их и выводят. И когда у людей дефицит этих минералов, то как раз-таки у людей повышен риск отравления тяжелыми металлами. А как раз-таки магний, селен, цинк и железо, они очень часто понижены у людей. Например, анализ на магний в крови, он вообще не точный. Витамины С, В1 и В6, и их дефицит повышает чувствительность к токсичности кадмия и свинца. С-витамин также эффективен как ЭДТА при отравлении свинцом и ослабевает повреждение, вызванное кадмием в легких, в мозгу. С-витамин 1 грамм в течение 1 недели у курильщика выводил свинец из организма. Комбинация витамина Е и С снижала окислительный стресс у работников, которые подверглись воздействию свинца. Дозировка также здесь была 1 грамм С-витамина и 400 МЕ Е-витамина. И продолжалось это все 1 год лечения. Витамины В1 и В6 снижают уровни свинца в организме. Из растений, например, которые также помогают выводить свинец и кадмий. Здесь была соя, она ослабевала окислительный стресс сердца и аорты от воздействия кадмия. Чеснок уменьшал нагрузку свинцом. Например, еще имбирь восстанавливал уровни глутатиона. А как раз-таки при отравлении свинцом это помогало. И при всех отравлениях, конечно, глутатион понижен. Лук, он при отравлении кадмием уменьшал окислительный
процесс в яичках. Зеленый чай восстанавливал функцию печени при отравлении свинцом. Карий уменьшал окислительный стресс в сердце. Также, например, виноградный сок уменьшал повреждение яичек после воздействия кадмия. Помидоры восстанавливают почечную функцию при воздействии свинцом. Из добавок, которые еще воздействуют на свинец и кадмий, это кварцетин, катехины, куркумин, антоциан. Из растений это еще женьшень, лакрица, джут длинноплодный, этлангера высокая, пробиотики лактобациллус рхамносус и плантариум, также еще бифидобактериум лонгум связывают тяжелые металлы. Например, еще лактобациллус рхамносус защищает беременных женщин от воздействия ртути и мышьяка, но не снижает уровни кадмия и свинца. Спирулина и хлорелла выводят тяжелые металлы из организма, снижают частоту патологий у плода при воздействии кадмия. Хлорелла 5 и 10% в рационе мышей выводит металл ртуть в течение 3 недель, но уже через 7 дней это заметно. Но было заметно это в почках и в мозгу, но не в печени. Но также здесь хлорелла защищает потомство от металла ртути. Например, еще кинза, также она усиливает выведение ртути и свинца. Семена льна выводят кадмий из кишечника. И другие пищевые волокна, также они могут быть хорошим дополнением к хелатной терапии. Титановые импланты и альмагамовые пломбы во рту повышают уровни тяжелых металлов в организме. И это уже если у вас больше 5 лет простояли эти пломбы, импланты, тогда начинается повышение. И, например, лечение водорослями, такими как хлорелла и фукус, в течение 90 дней понижают уровни тяжелых металлов. И довольно-таки большой уровень различных тяжелых металлов они понижают. Ну и также они были как раз-таки полезны, потому что они поддерживают уровни других полезных минералов, они их пополняют. Или ацетилцистин, или в аптеке он продается под маркой АЦЦ. В дозировках 200, 400 и 800 мг снижал уровень свинца в крови у людей и также снижал окислительный стресс у них. Но, например, еще в другом исследовании там же также он был необходим и был особенно эффективный вместе с такими антиоксидантами, как С и Е витамин. Но все-таки инак я бы рекомендовала покупать на iHerb, потому что там большие дозировки и довольно-таки выгодно получается. Модифицированный цитрусовый пектин. Здоровым людям 15 грамм 5 дней и также 20 грамм. Да? Уже после первых суток на 130% увеличивалось выведение мышьяка с мочой. На 6-й день увеличивался вывод кадмия на 150% и свинца на 560%. Альгинат кальция. Доза 500 мг на килограмм более эффективно удаляет свинец из организма, чем доза 100 и 200 мг на килограмм. Ну и также нормализует уровни других важных минералов в организме. Ну, например, еще вот такое вот здесь исследование, обзор. Это здесь также соли альгиновой кислоты, которые, опять-таки, это продукт переработки морских водорослей. Они выводят и радиацию, и тяжелые металлы. Выводит радиоактивный сторонций, в частности, из костной ткани на 75%. 10 грамм альгината за 20 минут до введения радионуклидов всасывание уменьшалось в 9 раз. Ну и в 9 раз уменьшалась концентрация в крови и в 8,3 раза в тканях. Ну, например, вот что я нашла, это я бы рекомендовала такое. Здесь как раз-таки и модифицированный цитрусовый пектин, и альгинат.
Или, например, вот такой вариант. Здесь просто цитрусовый пектин.